Здесь мы с вами размещаем рекламные места на ваших сайтах. И далее, когда они откручиваются, мы получаем за это вознаграждение. То есть наша задача развивать свои проекты, чтобы росла посещаемость. Все это делается через интерфейс сервиса RTB Save. Данный сервис я уже использую очень давно. У меня топовые проекты как раз размещают рекламные баннеры от данного сервиса. Он позволяет подключить монетизацию вашего сайта. И все, то есть вам не нужно искать отдельно рекламодатель. Нам нужно, во-первых, добавить здесь сайт, то есть вот здесь нажимаем «Добавить». Далее URL вашего сайта, ну, например, вот stasbykov.ru, то есть мы прямо сюда его добавляем. И особое внимание обратите на тематику, потому что под тематику будет подбираться реклама. Очень важно, чтобы она была релевантная, да, то есть выбирайте. У меня вот образование, там IT-сфера, тут очень много, поэтому смотрите. А ближе к концу видео я дам рекомендации и скажу, какие тематики самые прибыльные, поэтому не пропускайте, смотрите ролик до конца. Также по желанию можете подключить счетчик, хотя не обязательно, да, и какие форматы рекламы вы будете на этом сайте использовать. Full screen, баннер в картинке и эксперименты по увеличению дохода тоже делайте. Давайте я здесь поменяю URL, потому что данный сайт у меня уже внесен. Нажимаю создать, да, и нужно дальше подтвердить владение сайтом, то есть создать файлик ads.txt на компьютере у себя, наполнить его вот этим вот содержимым и дальше через FTP клиент его загрузить. Я думаю, здесь разберетесь, несложно, кто тем более занимается ведением своих блогов и сайтов, вы можете сделать это без проблем. Ну, у кого нет сайтов, конечно, здесь нужно учить основы, как создать сайт. Да, у меня есть отдельный курс по этому направлению, тоже можете в онлайн-школу перейти, посмотреть. Есть бесплатные уроки, все в ваших руках. Самое главное начать действовать. После этого, как вы загрузите данный файл, у вас произойдет связка, то есть подтверждение, что это действительно ваш сайт, и вы сможете уже подключать форматы рекламы. Давайте я вернусь в мои площадки. Опуская здесь вниз, вот как раз Стас Быков, у меня уже он работает, я предварительно сделал, чтобы не ждать модерации, да. Что мы дальше делаем? Мы подключаем форматы рекламы, нажимаем плюсик, и далее выбираем тип блока, да, видеобаннер, баннер, видеореклама, баннер растяжка, in-page видео и так далее. То есть, конечно же, все примеры мы можем здесь внизу посмотреть, как это будет выглядеть. Мы детально в следующей части ролика поговорим, какие наиболее эффективные форматы рекламы. Здесь у меня баннер уже подключен. Давайте сейчас мы в теле статьи тоже разместим с вами in-page видео. Заработок от 50 до 150 рублей. То есть я выбрал тип блока, далее нажимаю «Далее». Здесь название я пишу в статье, чтобы мне было понятно. То есть в статье. Дальше галочку я здесь оставляю, чтобы максимум было по заказам, да. Заглушка, в случае, если не выкупленное рекламное место, можете вставить здесь свой скрипт, свою картинку. Давайте я делать не буду. Нажимаю создать. Далее у меня создался, видите, скрипт, который нужно в head разместить. В зависимости от того, какой движок у вашего сайта. Вот у меня на WordPress, то есть я захожу в настройки шаблона и дальше в head вставляю данный код. Видите, он одинаковый. То есть, если у вас много форматов рекламы будет на сайте, вы один раз только его вставляете в head, но всегда проверяйте, действительно ли они совпадают. Если совпадают, вы оставляете его, один код и не дублируйте. То есть в head, в шапку сайта мы с вами вставляем один раз данный код. Далее, теперь мы с вами вставляем рекламное место там, где мы хотим, чтобы оно показывалось. Вот оно, вот этот код. Я хочу, чтобы данный баннер, это видеоформат, показывался в статьях. Для этого я перехожу опять же в админку сайта, то есть внешний вид реклама и куда вставить перед контентом. Вот я вставил, он на всех страницах вставляется. Ваша задача очень простая. Вставить в ваш сайт, неважно на каком движке, вот это в head, вот этот код единый, да, и дальше уже расставить места, где будут рекламные вставки, где просто текстовый баннер, где видео. Все, я сюда его вставил, в мобильной версии тоже делаю. Нажимаю сохранить. Сейчас должно какое-то время пройти, но пока я с вами общаюсь, я думаю, как раз он промодерируется и можно будет его посмотреть. Вот видите, он уже черный экран у меня появился, но пока место не выкуплено, то есть нужно будет немножечко подождать. Вот, сразу же реклама применилась, видите, она у меня в каждой статье теперь показывается. И я уже зарабатываю на этом.
То есть все очень просто, но максимально просто. А так как рекламодатели здесь есть у RTB Save, то, конечно же, реклама, она будет показываться на вашем сайте, и вы будете на этом зарабатывать. Все, мы посмотрели с вами только что рекламу в видеоформате. Вот следующее включилось, да, можно включить звук, если есть здесь. То есть вот теперь у меня в каждой статье есть такой баннер. Как вставить, это уже механизм, видите, только что, да, он пропал, но где-то показывается, вот, выкупили, все. То есть, в зависимости от вашего движка. Если будут вопросы, в комментариях напишите, потому что я не знаю, на каком движке ваш сайт находится. Но самое главное, мы вставляем просто два кода. Один основной и дальше уже рекламного места. Таким образом, вы начинаете зарабатывать. Здесь, естественно, нажимаем «Сохранить». И все, у нас с вами уже все сохранения применились. Также у вас может возникнуть прямо сейчас вопрос: Стас, это ты сделал вот видеобаннер, да, что ты говорил про header bidding? Это новый формат, который я сейчас тестирую. Здесь в чем суть? Видите, вот это на двух моих сайтах, которые сейчас мне приносят больше всего дохода, там 1500-2000 в сутки, да, об этом я отдельно буду рассказывать. Также есть инструкция, тоже можно почитать. Данный формат позволяет подключать несколько рекламодателей. То есть мы работаем с RSA плюс AdFox. Раньше я напрямую вот в RSA AdFox, да, подключал на сайт баннер. Сейчас эта система работает через RTB Save. То есть прямо здесь будет собираться вся статистика. И плюс не только от данного сервиса будет реклама, а от многих других, от RSA, да, и других площадок, которые как раз подключены к AdFox. Конечно, здесь, как я пока вижу, да, ну, доход тоже идет. И так как здесь таргетирована тоже реклама, то есть в зависимости от посетителя, какие у него куки были, то есть она направлена на конкретного посетителя. Посетитель в ней заинтересован, и, конечно же, CPM, то есть цена показов, она будет здесь выше. Поэтому тоже попробовать можно, да, но я бы вам рекомендовал сначала обычные форматы сделать. А так, вот, тип блока мы с вами header bidding выбираем, дальше нажимаем далее, название, ну я давайте тест сделаю. Размер можно сделать адаптивный, да, можно под конкретные места на вашем сайте. Ну, например, 240 на 400. Нажимаем создать. И все, теперь у нас здесь нужно связать AdFox, да, вот здесь как раз с данным сервисом. Как раз видите, здесь name и ID-шники, они даны. Но более детально в этой инструкции. Если хотите разобраться. Если хотите по-простому, то опять же показал, просто создаем баннер, размещаем код, и данная реклама уже у вас откручивается. Также важный вопрос, как здесь вообще обстоят дела с выводом денег, вообще о законе о рекламе давайте поговорим. Многие из вас знают, а может кто-то даже не знает, что с 1 сентября появился закон о маркировке интернет-рекламы. Теперь, то есть все, если вы имеете дело с рекламой, вы должны отправлять отчетные документы в единый реестр интернет-рекламы. Да, то есть если у вас есть сайт и вы зарабатываете на рекламе, вам нужно отчитываться. Сервис RTB Save работает через посредника, это SolarStaff, и берет на себя всю эту работу, то есть с отчетами, с отправкой, с комиссию даже на себя берет, да, и вы получаете деньги уже в этом личном кабинете. Для вас ничего не изменилось, то есть да, вышел закон, вы знаете, что он есть, но вам больше ничего знать не нужно. Никакие штрафы вам тоже не будут, потому что данный сервис взял на себя всю заботу, и вы работаете точно так же, как и работали. А отчеты компания сама все отправляет, и вы деньги уже получаете через данный сервис. Конечно же, очень важно, чтобы работа ваша была по закону, и важно соблюдать законодательство и данный конкретный закон о рекламе. Ну и, конечно же, как обещал, дам несколько рекомендаций, какие форматы рекламы лучше заходят, да, где больше получается зарабатывать. Ну и, конечно же, какие тематики, то есть категории самые прибыльные. Итак, какие категории сайтов больше зарабатывают? Здесь статистика приведена из исследования, опять же, RTB Save, то есть у них здесь есть отдел аналитики, которые предоставили мне данную информацию. Ну и сам я из своего опыта, я в интернете работаю уже больше 18 лет, ведением сайтов столько же занимаюсь и тоже примерно представляю, где более денежные тематики. В данный момент, если мы с вами рассматриваем
конкретно видеоформат, то у нас самые высокие заработки это СМИ, телевидение, это спорт, экстремальный спорт, культура, кино. Самые низкие это автор, развлечение, учеба. Здесь хотелось бы немного дать комментарий. То есть самые низкие по относительно к СМИ, спорту и культуре. Это не значит, что вы здесь ничего не будете зарабатывать. Это все относительно. И, конечно же, нужно разбирать конкретный случай. То есть если у вас автотематика, это не значит, что не нужно использовать видеоформат. Используйте, потому что там также есть хорошие доходы. Просто в спорте они больше, да, видеоформат больше заходит именно той целевой аудитории. Если мы посмотрим конкретные баннеры, то есть медийные объявления, картинки, или GIF, анимация какая-то используется, то здесь хай-тек, универсальное, развлечение и авто. То есть смотрите, да, то есть в автотематике видеоформат не заходит, а в баннерах мы получаем больше денег. Самые низкие это развлечения, это справки, энциклопедии, дом, покупки, дом, квартира и дача. Опять же, посмотрите, в какой тематике вы работаете, в какой категории. Обязательно правильно выбирайте категорию, когда загружаете сайт в RTB-Shape. И здесь не расстраивайтесь, если у вас тематика не подходит, потому что вы можете размещать тогда те форматы, которые приносят больше всего дохода. Это одна из рекомендаций для владельцев. Больше тех форматов делайте, которые дают максимальный доход. Например, я уже вам говорил, что в тематике авто лучше идут именно баннерные объявления, чем видеоконтент. Также указывайте конкретную свою категорию, то есть в которой ваш сайт работает, чтобы реклама была по тематике. Параметры следите за CPM и fill rate, то есть стоимость 1000 показов рекламного блока и заполняемость рекламного блока. Такая статистика тоже есть, тоже вместе смотрите, как работают данные параметры. И иногда можно даже нужно экспериментировать с форматами рекламы на вашем сайте. Также пробуйте устанавливать одновременно и баннеры, и видеоформаты. Так вы увеличите выкуп и доходы. То есть рекомендуется не более одного видеоформата, как я сделал сейчас на своем блоге, да, и 3-4 баннера на каждую страницу. То есть опять же мы вставили, я на своем блоге сейчас это вставил и буду экспериментировать дальше. Не пропускайте следующее видео, подписывайтесь обязательно на канал, чтобы увидеть, как у меня пойдет дальше этот эксперимент. И конечно же по форматам рекламы, то, что сейчас прибыльно, то, что я заметил, то, что ребята из RTB-Shape заметили, это баннер большого размера. Если у вас уже установлены баннеры, и вы понимаете, что можете увеличить их размеры и зарабатывать больше, то есть увеличится CTR, цена за 1000 показов, то, конечно же, старайтесь большие баннеры, потому что они сразу же бросаются в глаза. А сейчас, потому что есть такое понятие, как баннерная слепота. Если вы сделаете 10-15 баннеров маленьких, конечно, это будет неэффективно. Рекомендую до 5 баннеров сделать и один видеоформат. Тогда сразу же они будут попадаться на глаза. Здесь также видеобаннер, то есть цена от 60 рублей. In-page видео, как раз то, что мы с вами установили сейчас на мой блог. Да, там VAST, мобильная видеореклама, не забывайте о ней, потому что сейчас более 50% мобильного трафика, на многих сайтах, где я смотрел. У меня на блоге тоже больше 50%. Я думаю, у вас тоже можете в комментариях здесь отписаться. И данный сервис действительно облегчает заработок. То есть то, что я вам сегодня рассказал, это упрощает вам работу. Вы один раз здесь зарегистрировались, далее добавили свои проекты, свои сайты, они прошли модерацию и выбираете уже форматы объявлений. Конечно же, один раз вставляете в шапку вашего сайта код для того, чтобы синхронизировать, да, ваш сайт с сервисом. А дальше уже вставляете конкретный код от формата в то место, где хотите, чтобы он показывался. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под этим видео. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока.